Каким секретом ты можешь поделиться только в интернете? Не забывай с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Последние слова моей матери, когда она умирала в нашем доме, были: «Мне страшно, мне было очень плохо. И я не могу сказать никому, кого знаю, потому что я не хочу, чтобы они чувствовали себя так же плохо». У меня есть друзья, которые заплатили мне, чтобы я записал их кекс на камеру. Никогда не говорил своим родителям, что у меня был рак первой стадии. Оба были едва трезвыми и сначала бы спрыгнули с поезда. Как я чертовски одинок. Конечно, никто не хочет этого слышать, они повторяют цепляющие фразы. У меня нет друзей или кого-либо, с кем я общаюсь, кроме коллег. В прошлом году у меня был плохой разрыв, и с тех пор мне не повезло. Создала одноразовый аккаунт для этого, потому что я знаю по крайней мере одного человека, который знает мое имя пользователя. Эту историю обо мне никто не должен узнать. Когда я впервые начала встречаться со своим парнем, я довольно быстро переехала к нему в другой штат, примерно через 3-4 месяца. И так, однажды ночью он был в душе в нашей однокомнатной квартире, а я отдыхала в гостиной, и мне внезапно захотелось какать. Очень сильно. Туалет находился в одной комнате с душем. Мне абсолютно не было комфортно зайти туда и взорвать унитаз в то время, когда он был в душе. Оглядываясь назад, я должна была просто бежать в магазин на углу, сходить в туалет, вернуться с закусками и вести себя так, как будто я просто хотела перекусить. Но я была в панике. И что же я сделала? Я схватила 2 пластиковых пакета для продуктов, сложила их вдвое, отнесла в нашу гардеробную. Я подумала, что если бы он выскочил из душа посреди моего стыда, по крайней мере я бы оказалась за другой дверью, и у меня была бы минутка, чтобы привести себя в порядок. Я присела на корточки и навалила огромную кучу в эти пакеты в нашем шкафу. Я вытерлась бумажными полотенцами, завязала мешок и сразу же спустилась вынести мусор. Он никогда не узнает. Никто никогда не узнает. Это мой позор. Что ж, честно говоря, я больше не наслаждаюсь жизнью. Я хорошо ем, занимаюсь спортом, делаю все, что говорят люди, если у вас есть депрессия. Это не помогает, и каждый раз, когда я говорю об этом кому-то, они просто говорят о том, насколько мне хорошо. Это делает разговор с моей девушкой или друзьями очень трудным, потому что я кажусь таким оптимистичным, но, честно говоря, бывают дни, когда я предпочитаю просто заснуть и не проснуться. Я одержим возможностью начать жизнь заново в другое время, до такой степени, что я чувствую, что об этой жизни не стоит беспокоиться. Не секрет, что мой папа солгал моей маме о семье. У него была семья до того, как он встретил мою маму. Мой папа все еще на фото, но мы как второстепенная семья. Мне потребовалось 25 лет, чтобы наконец встретить одного из своих братьев по отцовской линии. Кажется, он единственный, кто с энтузиазмом хотел со мной встретиться. Остальные братья и сестры, кажется, не слишком заботятся о моем существовании. Я познакомил свою подругу с лекарством. Я почти уверен, что в конечном итоге оно убило ее. Но у меня нет доказательств. Изменено. Немного контекста. Она была моим лучшим другом, что еще хуже. Когда она умерла, мы были друзьями 10 лет. Все знали, что я познакомил ее с лекарством, отпускаемым по рецепту. Но по общему мнению, это не имело ничего общего с ее смертью. Это было лекарство, стимулирующее СДВГ. И через несколько лет после того, как она начала принимать его ежедневно, ей поставили диагноз рак мозга. Я позволил ей попробовать это 1 или 2 раза, не зная, что она сама отыщет это и пристрастится к нему. Я был молодым и глупым. Я разговаривал с несколькими людьми в области медицины, которые уверенно сказали мне, что лекарство, вероятно, по крайней мере, ухудшило ситуацию. Я бы отдал все, чтобы вернуть ее. Я оборвал все связи с семьей и друзьями, чтобы быть в одиночестве всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, я стал самым счастливым человеком. Иногда, когда у меня возникают проблемы со здоровьем, я даже не могу вспомнить имя мужа. Я знаю, кто он, но похоже, что данные повреждены, и мой мозг выдает неизвестную ошибку вместо имя. Я обожаю влияние, которое оказывает пандемия. Мне грустно, что люди умирают, но как человека, который работал до мозга костей и ходил на работу, я был вынужден все бросить и проводить все свое время дома. Это дало мне гораздо больше времени с семьей, и я делал то, что мне нравится. Безработицы достаточно, и я внезапно стал финансово в порядке. Я очень опасаюсь, что мне придется вернуться, и думаю, что не смогу это сделать без серьезных последствий для моего благополучия. У меня посттравматический стресс. Когда моя мама душила меня в 7 лет, я думал, что заслужил это. Мне 30, и я все еще девственница. Я слишком люблю девушек, чтобы считаться гетеросексуальной женщиной.
Я боюсь рассказать своей семье. Боюсь, что они скажут, что я вру. Боюсь, они на меня разозлятся. Или скажут, это было так давно, теперь это не имеет значения. Или прости и забудь. Все еще чувствую себя ужасно. Мой двоюродный брат прикасался ко мне ненадлежащим образом, когда я жила в доме моей тети. Я старалась держаться на расстоянии, но он всегда приближался ко мне. Я всегда говорила ему остановиться, но он никогда не делал этого. Мне было около 7, а ему 9 или 10. После того, как я вернулась к своим родителям через год или 2, мне было страшно вернуться в дом моей тети. Перед отъездом я планировала убить его на их ферме, рядом с их персиковыми деревьями. Но когда я ушла, он больше этого не делал. Не знаю, что заставило его измениться, но то, что он сделал, нанесло мне боль. Я занимался кексом в церкви. Я бы хотел побольше этим похвастаться, но это не подходит для вежливого разговора. Моя жена 13 лет изменяет мне. Она ни с кем физически не занималась кексом и не встречалась, но она болтает с мужчинами в интернете. Я получил доступ к ее электронной почте, Facebook, телефону и так далее без ее ведома. Вот и все. Я не хочу говорить ей, что знаю, потому что наша кексуальная жизнь сейчас зашкаливает. Мы перешли с 1-2 раз в месяц на 4-5 раз в неделю. Кроме того, некоторые из мужчин, с которыми она разговаривает в интернете, она на самом деле разговаривает со мной. Я узнал, что она есть на Tinder, поэтому создал фальшивую учетную запись Tinder, и мы совпали. Говорил с ней несколько недель, расспрашивал ее о всяком безумном дерьме, которое она натворила и так далее. Когда я был моложе, у меня был регулярный кекс с сестрой. Мы были молоды, ничего не знали. Мы просто заметили, что вещь в моих штанах затвердела, и что мне было приятно, когда она его гладила. А потом я заметил, что стало лучше, когда она положила его в рот. Это стало регулярным. В конце концов, я решил положить этому конец, когда мне было 11 лет, и мы оба поняли, что, вероятно, было очень неправильно таранить сестру сзади и скакать на брате. Даже после этого, в течение добрых 5 лет, она все равно делала мне минет, если я чувствовал себя особо напряженным. Мы по-прежнему в хороших отношениях, и я регулярно поддерживаю с ней контакт, но это определенно был не лучший момент для меня. Когда мне было 17, я прервала беременность. Только мои родители и тетя, она сама узнала, знают об этом, и я твердо уверена, что остальные мои родственники осудят меня, если узнают. Никому не говорил. Несколько лет назад я подвергся сексуальному насилию, отбывая срок в тюрьме за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками. Я парень, на меня напал парень. Может быть, изнасилование – правильная классификация произошедшего. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь рассказать об этом кому-либо. Когда мне было 15-16, я хватал тетю за грудь, пока она спала. Или делала вид, что спала. Изменено, спасибо за ответы. Я прекратил это через пару месяцев из-за чувства вины. Сегодня, когда мы встречаемся, мы ведем себя так, как будто этого никогда и не было. Я так и не закончил колледж. Я заплатил $200, заказал поддельный диплом и отправил его в дом моих родителей. Они полностью этому поверили. Я солгал тогда своей девушке и всем своим друзьям. Я уже учился на 5-м курсе колледжа, и мне оставалось 1,5 года. В колледже я ахался с кучей людей, которые не в счет. И я больше не мог справиться. Я просто больше не вернулся. Я сказал родителям, что не пойду на выпускной. Это все еще давит на мое сознание. Всякий раз, когда люди говорят о колледже и спрашивают меня, я говорю им, что пошел в колледж, но редко упоминая его окончании. Если они прямо спрашивают меня, в каком году я закончил, в крайнем случае я лгу. Оглядываясь назад, я бы умер, чтобы получить диплом со всеми моими друзьями и увидеть, как мои родители радуются, когда я выхожу на сцену. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы заставил свою задницу получить чертову степень. Сейчас не стоит возвращаться в колледж только для того, чтобы получить степень. Теперь я веду собственный бизнес и получаю 6-значную зарплату. До этого я поднимался по служебной лестнице. Страх быть разоблаченным и навсегда определенным как провал в колледже побудил меня работать над собой. Я хотел похоронить эту ложь так глубоко в успехе, чтобы никто не осмелился даже спросить меня о колледже. Я, наверное, никогда бы не оказался в том положении, в котором я сейчас, если бы никогда не лгал насчет окончания колледжа. Я из очень религиозной семьи и консервативного города, но при этом я гей. Я знаю, что такое часто бывает, но так странно скрывать такую большую часть себя от друзей и семьи. Мой брат оскорблял меня на протяжении всего моего детства. Мой терапевт сказал, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство и что мне нужно поговорить об этом с родителями. Но в последний раз, когда я попробовал, они остановили меня и сказали, что я слишком чувствителен и что мне нужно более чутко относиться к его ситуации. Он зависим к наркотикам. Теперь я не в силах сказать кому-либо из-за страха, что они отреагируют точно так же. Я уже рассказывал о своем опыте раньше, но я стал жертвой случайного каннибализма, что означает, что я съел
человека. Инцидент связан с тем, что, как я предполагаю, был некий картель, пытающийся избавиться от тел, приготовив их и использовав в качестве еды для людей. Я любил эту еду, пока не появились новости. Теперь у меня есть действительно невероятная история, которой я не могу ни с кем поделиться, потому что она хреновая. И даже если я поделюсь этим, никто мне не поверит. Я нормальный, образованный, успешный парень, который иногда любит носить женскую одежду. Я покупаю нижнее белье только для того, чтобы гулять по своей квартире, чтобы соседи могли видеть. Я дошла до того, что мастурбировала на балконе под халатом. Я люблю острые ощущения, которые мне это приносит. Мой дедушка очень долго умирал. Предсмертный хрип, замедленное дыхание и абсолютно не реагирующие глаза. Хотя он просто держался. Он не хотел умирать. Моя сестра-близнец сказала всем уйти, потому что она собиралась вытереть его руки и вымыть лицо. Когда они ушли, она закрыла дверь, а затем перекатила его влево, чтобы заблокировать его сердце и заставить его умереть. Мы были там на его последних вздохах. Наконец он умер. Смотреть, как он уходит из невообразимой боли, было просто прекрасно. Никто в семье не знает. Они бы просто смотрели, как он страдает, когда он больше не мог. Я совсем не жалею об этом. Я ахнула своего кузена, и это было здорово. Это был самый большой дружок, который у меня когда-либо был. Да, я скучаю по нему. Спасибо, что досмотрел ролик до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. Ну и про комментарии длиннее 4 слов, конечно же, не забывай. Я читаю все ваши комменты. А также предлагаю посмотреть тебе вот эти 2 ролика. До скорых встреч!